псевдоневротическая шизофрения или шизоневроз, или неврозоподобная шизофрения. И у этого видео должно быть очень много просмотров, потому что эти просмотры будут делать невротики, которые наверняка хотят убедиться в том, что они не сходят с ума и что у них невроз, а не шизофрения. Вот как это отличить? Потому что неврозоподобная шизофрения невероятно похожа на все виды неврозов, потому что это содержит в себе очень много какие схожие симптомы с невротиками. Так что все-таки отличает невротика от шизофреника? Давайте посмотрим. Потому что очень часто пациенты с шизофренией оказываются на отделении неврозов. И в скором времени становится понятно, потому что заболевание данное прогредиентное, прогрессирующее, и мы уже видим, что перед нами, извините меня, не невротик, а шизофреник. И тогда он отправляется совершенно на другое отделение лечить свою шизофрению. В чем разница? Посмотрите, я сразу буду переходить к делу. Если невротик, страдающий дисморфофобией, всячески пытается ее как-то изменить, свою внешность, он пытается приглаживать волоски, он такой весь чистенький, делает пластические операции, бесконечные чистки у косметолога, массаж и так далее. Он невероятно следит за собой. И его дисморфофобия носит такой характер, что как бы оно, как сказать, очень логичное, очень это как бы видно, что да, человек очень старается, то у шизофреника это будет выглядеть так. Он будет считать, что он страшный, уродливый и некрасивый, однако ничего с этим делать пытаться не будет. Он будет по-прежнему лохматый, козявочки в носу, нечищенные зубы и так далее и тому подобное. Никакую горбинку на носу он убирать не собирается и так далее и тому подобное. Да? То есть оно как бы нелогично. Нелогично, да, вот чувствуете вот этот важный момент. Далее, потому что, в принципе, если вы будете как бы все это изучать, и там будет в основании такое, что вот у невротиков была какая-то психотравмирующее обстоятельство, которое запустило невроз, это под большим вопросом, да, тоже очень трудно вывести какую-то корреляцию, то у шизофреника будет считаться, что не было никакой, значит, особенной психотравмирующей ситуации, никаких, значит, процессов таких подобных, что это стартануло внезапно, да, вот откуда ни возьмись, так сказать, в отличие от невроза. Давайте дальше смотреть. ОКРщик, который намывает свои руки, он будет, в принципе, чистеньким. То есть он, в принципе, весь будет опрятным, и ногти его будут его подстрижены. Я очень хорошо вспоминаю своего пациента, за которым я бегала с опросничками, с Векслером, еще там с какими-то. И он как раз намывал свои руки и попал к нам на отделение неврозов. Он попал к нам на отделение неврозов, проходил групповую психотерапию вместе с невротиками, сидел, но он был не похож на невротиков. Я объясню, чем он был не похож. Несмотря на то, что он шпарил так же, как и другие невротики, свои руки. У него они были уже без кожи, да, практически голое мясо. Но что его отличало? Когда мы, допустим, сидели с ним вместе, беседовали, во-первых, он был сам по себе неряшлив. То есть у него было такое вшивое гнездо на башке. Непонятно, когда он себя мыл последний раз. У него была какая-то вся вот эта его рубашка засаленная, какие-то там оттянутые грязные вонючие штаны, там стоптанные тапки. То есть он был очень неопрятен при своих ошпаренных в кровь ручках. На этих ошпаренных в кровь ручках у него были длинные ногти, не подстриженные, под которыми, соответственно, тоже уже и тараканы, может быть, уже бегали. Следующий момент. Мы с ним сидели в столовке, вот в этой, тогда еще была Бехтерева, не было у них еще ремонта, и очень такие у них по-дебильному все было. Сейчас все гораздо лучше у них в Бехтерево. И была такая клеенка дебилистическая, грязная, с крошками, там, со всякими там ерундой. И вот этой тряпкой половой буквально все это протиралось со стола. И вот он сидит, кушает печенюшку, крошки у него падают на вот эту вот клееночку. И он так берет, пальчик облизывает и об клееночку эти крошки собирает и съедает. И я ему говорю, посмотри, как интересно. Ты боишься испачкать свои руки, но совершенно не боишься сейчас облизывать языком эту клеенку. Как так получается? Ведь это же не очень логично. И вот эта нелогичность, она и выдает в нем шизофреника. Их навязчивости, их неврозно-подобные такие проявления, они нелогичны. Или, например, у навязчивые мысли есть, у нас у всех есть в той или иной степени какие-то навязчивые мысли. Те же самые ритуальные молитвы, Господи помилуй и так далее, они носят своего рода на какой-то вот именно такой ритуальный навязчивый характер, в принципе, да.
Но они имеют какую-то логику. Ну, например, мы боимся за своих близких или же там за свое здоровье, за какое-то благополучие. И мы что-то такое проделываем, хотя мы понимаем, да, это очень странно, какой-то механизм действия, куда-то я это говорю, этот кто-то должен это услышать, потом этот кто-то должен что-то такое сделать с нашими близкими, чтобы они были живы и так далее. Да? Но все равно в этом есть хотя бы хоть какая-то логическая цепочка, да? Хоть какая-то наличие какой-то высшей силы, ну хоть какая-то, то здесь этой цепочки нет. Например, вспоминается мне еще одна девочка значит, с подобного рода шизофренией, да, неврозоподобной шизофренией, которая говорила мне, она приходила по скайпу. И что она делала? Она каждые 3 минуты закрывала компьютер и убегала. Потом она его включала, опять мне, значит, прозванивала, закрывала и убегала. Потому что, ну, по всей видимости, как-то я, может быть, плохо на нее влияло, или я не знаю, то есть какой ход мыслей был в ее голове. И страх у нее был такой: я боюсь быть замурованной заживо. Ну как замурованной ты боишься быть заживо? Ну вот я боюсь, что вот я иду по улице, и я могу замуроваться в эту стену и оказаться вот в этой стене. То есть, понимаете, навязчивые мысли могут быть самые разные, но здесь эта мысль, она совершенно нелогично, вообще никак, да? То есть ОКРщик может бояться: так вот я 3 раза свет не выключу, значит, тогда что-то может случиться с моими близкими. Здесь есть какая-то логика, потому что с близкими может что-то случиться, и он может одно увязать с другим, да? Но замурованный заживо ты в любом случае никогда не можешь быть в дом, причем еще, да? В доме, как будто бы как-то ее должны в стену замуровать, не очень понятно как. Вот этот был процесс. Ну и так далее и тому подобное. Или там страх, что мозги стекут в горло, что зубы провалятся в десна, что свернется кровь, что вот какие-то совершенно вещи, которые никогда ни с кем не происходили, но человеку кажется, что именно с ним данная какая-то такая интересная ситуация непременно произойдет. Поэтому вот так вот. Соответственно, у американцев, как я уже вам говорила, это вообще из разряда шизотипического расстройства, на самом деле. Старое у этого название — вялотекущая шизофрения. Американцы все это вообще не воспринимают. У них подобной диагностики, значит, подобного диагноза не существует, потому что они настолько толерантные, настолько боятся клеймить человека, что даже если ты ему скажешь, что мой муж разгуливает в Нью-Йорке голый, кричит кукареку, там, кстати, в Нью-Йорке можно ходить голым, видите, там даже закон такой есть, что в Нью-Йорке можно ходить голым, кричать кукуреку там, и так далее, и кидается какашками, к примеру, да, то психиатры вам скажут: ничего страшного, человек самовыражается, это еще ни о чем не говорит. То есть самое большое количество пациентов, которые разгуливают по улице, которые не могут о себе позаботиться, живут в картонных домиках, писают, какают себе в штаны и так далее, находятся в Америке на самом деле. Именно там. Потому что там закрылось очень много психиатрических клиник, и вообще, в принципе, госпитализировать человека чрезвычайно трудно. Чрезвычайно трудно. То есть, он же не убил никого. Ну и все. Вот убьет, тогда мы его госпитализируем. Ой, правда, убил, застрелил 30 человек у себя в классе. Да, ну что ж такое-то, надо его госпитализировать. Да? Есть вот такой перекос в Америке. Несмотря на то, что страна совершенно замечательная и так далее и тому подобное, но вот количество бомжей, а именно психиатрических больных, потому что бомжи — это не что иное, как психиатрические больные, которые не могут о себе позаботиться, и о них обязательно должно заботиться государство. Только они должны находиться на принудительном лечении, а не просто быть на кормушке, как вот Калифорния любит их просто кормить, и все. И в итоге Калифорния превратилась, значит, в какой-то сброд просто. Там страшно гулять. Например, Сан-Франциско — красивейший город. Во что превратился Сан-Франциско, да? Атланта во что превратилась. Просто получается так, что местные жители убегают из центра города красивого, прячутся в своих загородных поселках, а по их городам красивым бродят зомби. Вот такие безумные совершенно. Они, кстати, уже периодически убивают даже кого-то.
То ножом зарежет, то еще. Так вот, значит, возвращаясь к неврозоподобной шизофрении, да, она очень прогрессирующая и очень-очень быстро набирает обороты. И если раньше он говорил фразу «мне кажется, что надо мной смеются», как невротик. Невротики, им всем кажется, что, многим, что именно про него сказали, что у него там жопа толстая, что именно про него сказали, что он как-то одет некрасиво, да, то в какой-то момент он начинает говорить: мне, по-моему, уже не кажется, я уже слышу, что люди это говорят. Да? То есть мы понимаем, что к негативной симптоматике, ко всей этой апатии, депрессии присоединяется еще и продуктивная симптоматика, то есть та симптоматика, которой нет у здоровых людей, симптом плюс, да? Помните, галлюцинации различные, бред и так далее. То есть вот таким вот образом. Значит, переходя к лечению, чем лечат наших шизофреников? Конечно же, это фармакотерапия. Да? Это антипсихотические средства и антидепрессанты туда же, кстати, и ноотропы, и транквилизаторы, и по полной программе психиатры это все прекрасно лечат. Так что это очень даже хорошо поддается лечению, собственно говоря. Вот, это что касается, значит, у нас неврозоподобной шизофрении. Надо будет мне снять видео, которое будет специально для невротиков, чтобы им понять, что они невротики, а не шизофреники. Вот и все. Потому что есть такая идея, что если я боюсь, что у меня шизофрения, значит, у меня точно ее нет. Это не так. Это не так. Если вы боитесь, что у вас шизофрения, это не значит, что у вас ее нет. Она, может быть, у вас и есть. Да? Приходите ко мне на консультацию по скайпу, и я скажу, есть у вас шизофрения или нет. Я говорю это очень честно, между прочим. Так, и нужно мне будет отдельное видео, где я буду рассказывать, как понять, что у тебя шизофрения. Точно. Такое сниму видео. Значит, друзья мои, хочу вам сказать, что 26 января, сейчас я проверю, чтобы точно не ошибиться, суббота в 19:00 я буду проводить свой прекрасный тренинг, который будет посвящаться уверенности в себе. Мы будем прокачивать с вами вашу самооценку. Этот вебинар я проводила, я сказала вебинар или тренинг? Это вебинар. Этот тренинг я проводила в Москве, поэтому все те, кто не смогли его посетить, могут посетить мой вебинар. Он будет 1,5-часовой, час будет отводиться на лекцию и полчаса на ваши вопросы. Стоимость этого вебинара 4999 рублей, очень такая американская цифра. И все подробности у меня находятся на моем сайте, который находится по ссылке в описании видео. Поэтому обязательно приходите на мой вебинар. Также все обязательно подписывайтесь на мой YouTube-канал и на мой Instagram. Instagram, ссылка будет в описании. Всех вас я жду на своих консультациях по скайпу.